Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам покупки из последнего обзора в Леруа Мерлен. Как всегда, подсказочку на этот обзор я оставлю в правом верхнем углу и под видео. Но все, кто видел этот обзор, в конце я выхожу с 3 большими пакетами цветов. Вот эти цветы. Давайте посмотрим внимательно на каждый и объясню, что же написано на горшочках, потому что в последнее время очень много стало вопросов. Какие интересные надписи на горшках. Давайте начнем вот с этой орхидеи. Здесь есть надпись «Тест» и номер. Это каталожный номер. Но я не могу зайти в GMP, вот в этот каталог, потому что там нужно зарегистрироваться как оптовый покупатель, и тогда они дают возможность посмотреть, как называется такая орхидея. И ниже написаны еще цифры. А вот эти цифры обозначают, когда была посажена орхидея вот в этот большой горшок. Мы все время говорим о торфяном стакане. Так вот, этот торфяной стакан посажен в этот горшок. Вот сейчас я читаю, еще раз вам покажу. 3.09.2020 года. Это именно тогда, когда ее поместили в этот горшок. И уж я не знаю, из размера 1,7 или из размера 2,5 начали растить к продаже вот такую нам большую орхидею. То есть прошел год, всего год. И помимо того, что орхидея выросла большой, она зацвела. Смотрите, какой огромный цветонос. Всегда возникает вопрос, чем же они их кормят? Ну, конечно же, гормонами. А раз гормоны, вот такие кривые листики. Смотрите, и на этой орхидее такие же вот листики искривленные. Вот они закручивающиеся. Вот это все работа гормонов. Это не перекормленные орхидеи. Перекормленные это когда еда, тогда перекормленные. А гормоны это не еда. Это стимуляция к росту. Это совсем не то, как все любят писать перекормленные орхидеи. Нет, перестимулированная орхидея. Но сейчас так выращивают для нас орхидеи, потому что за год вырастает вот такая огромная цветущая орхидея. А потом мы с ними бьемся, боремся за их выживание, потому что ну вот я гормонов к своим орхидеям не применяю. Всегда читаю на упаковочках каких-то там стимуляторов, цирконов, эпинов, рибавов. Вот там везде присутствует гормон. Я не использую в уходе за своими орхидеями гормоны. Здесь на палочке присутствует плесень. Когда орхидею отправляют, вот ее никто не поливал. Нам только вывезли поставку, и орхидеи в горшках мокрые. Прошло 4 дня, как они у меня находятся, и она до сих пор корни не просушила, и грунт влажный. И вот за это время, пока они едут в этих пакетах, на палочке образовывается вот это плесневелые, пусть давайте назовем их плесневые грибы. Очень просто убрать. Можно протереть чистой водой, но так как я орхидеи протираю зеленым мылом, и сейчас вам это еще раз покажу, все палочки, все цветоносы, палочки я имею в виду держатели, я тоже протираю с зеленым мылом. Сейчас я вам на примере вот этой орхидеи покажу, как я протираю орхидею. Давайте посмотрим и название, и состояние вот этих двух орхидей. Вот здесь есть название. Давайте сначала обратим внимание, какого размера у нее цветок. Очень крупноцветковая орхидея. И называется она вот так. После того, как я принесла домой такие орхидеи, но обычно это вечером,
потому что съемка происходит во второй половине дня, я оставляю до утра в этих пакетах и утром их снимаю, для того, чтобы температура в пакете и в моей квартире была одинаковая. Не для того, чтобы сразу выявить, какие там вредители. Нет, сразу вы можете этого и не увидеть. Ну, можно заметить сразу щитовку, можно заметить сразу мучнистого червеца, а вот остальных мелких, которых надо рассматривать в микроскоп, мы, к сожалению, с вами сразу и не увидим. Поэтому оставляем на карантине такую орхидею минимум на месяц. Желательно поставить отдельно вообще от всяких орхидей, потому что помимо вредителей могут какие-то быть еще и грибковые заболевания. Отставили, наблюдаем, если через месяц ничего плохого не заметили, можем поставить их в коллекцию. И, конечно же, невероятный фурор вызвала вот эта бабочка. Вы знаете, я ее даже сначала не заметила. Я ходила, выбирала цветы, какие на съемку, подбирала. А вот это как-то даже внимания на нее не обратила. Ну какая-то мне показалось, что вот это грязь на листиках. Ну бывает такое. А потом, когда я ее внимательно рассмотрела, тогда увидела, что да, это бабочка. Да, какая еще необычная. А орхидей было очень много. Там было более сотни орхидей. И нужно было выбрать те орхидеи, которые мы снимаем с названием. Там, в белых всегда очень сложно разобраться. Достаешь, она вот ничем не отличается друг от друга. А получается, что 3 разных названия было в этот раз на съемке у белых орхидей. Кто-то написал мне, вот их бы поставить все рядом вместе. Нет там такого места, куда можно поставить 3 орхидеи и сделать сравнение. Там всегда есть покупатели, всегда есть обслуживающий персонал, который наклеивает ценники. Мы им жутко там мешаем со своими съемками. Ну, нам разрешили снимать, мы даже у высшего там руководства спрашивали разрешение для того, чтобы можно было зайти в магазин с камерой и снимать цветы. И у этой бабочки в горшке гнилые корни. И вот там, кстати, и название этой бабочки есть. И сейчас я вам скажу, когда была эта орхидея посажена в этот горшок. Она была посажена 16 ноября 2020 года. Ну, как всегда, я не разбираю орхидеи даже с гнилыми корнями. Уберу все от шеи, но показывать буду вот на этой орхидее. Может, кто-нибудь знает действительно название этой, вот именно этой орхидеи, и подскажет мне потом. Давайте смотреть, что же здесь. С этой стороны корни неплохие. Но вот с этой проглядывают гнилые корни. Оставляем все как есть. Будем наблюдать, что мы с ней сделаем. Я это делаю всегда и не раз вам уже показывала. От шеи убираем влажный грунт, сухой грунт, неважно. Нам нужно увидеть, что шея у нас не гнилая. Вот мы это видим. Да, еще влажный. Вот именно в этом цветке еще остался влажный грунт. Те немножко посуше. Со всех сторон посмотрели, убрали весь грунт от шеи. Если не помещается этот грунт в горшке, можно его совсем убрать. И такое бывает. Примерно 100 мл теплой воды. Можно использовать табачное мыло, у меня есть. Можно использовать зеленое мыло. В Европе это мыло называется калийные. Примерно на 100 мл воды я буду пользоваться зеленым мылом. Пол чайной ложки. Ну, я знаю, я это часто делаю, знаю, сколько это на глаз получится. Не надо делать мыльный раствор, чтобы он аж пенился. Нет.
Нужно совсем немножко. Берем ватный диск, чистый ватный диск. И что здесь важно? Я ватный диск один раз опускаю в этот раствор. Ну, один раз, если у вас несколько орхидей, которые вы будете обрабатывать. И хорошо протираю все листья. Если вдруг очень много воды получилось в этом ватном диске, и в серединке остается, вот смотрите, специально это все делаю, в серединке остается водичка, потом берете салфеточку и обязательно протираете точку роста. В точке роста вот такого количества воды, с каким бы мылом это ни было, оставаться не должно. Сколько раз я протираю растения зеленым мылом? Один раз после покупки. После этого, когда листики запылились, я протираю только чистой водой. Аккуратно, стараясь не сломать растения. Со всех сторон протираем листики. Заметили, что я протерла цветонос. И вот когда я закончу протирать все растение, после этого обязательно протереть держатель от плесени. Если удобно, если вы можете этот держатель, например, убрать, а потом назад вставить, но я бы такого не стала делать, потому что можно еще раз поранить корни, вставляя назад этот держатель. Но все аккуратно протираем. И смотрите, как они ставят держатели. Вот пробит лист. Протираем шею орхидеи. Все обязательно протираем. Но я не буду уже после плесени протирать этим диском. И почему я обратила ваше внимание, что я намочила всего один раз. Если у меня есть следующая орхидея, я только чистый диск опускаю в эту воду. Вода остается чистой. Я не замачиваю 10 раз вот этот грязный диск. Замочили, все, вода грязная. Вы можете какое-то заболевание перенести на следующую орхидею. Берем следующий чистый диск, опять его намочили и протираем тогда следующую орхидею. И теперь салфеткой я убираю всю влагу из точки роста. Если попали еще в пазухи водичкой, тоже все хорошо промокните. С листиков раствор убирать не нужно. Они сами просохнут. Вот в таком состоянии я ставлю орхидею под хорошее освещение, отдельно от всех остальных, и выдерживаю месяц. За этот месяц может все произойти. Может и цветочки скинуть орхидея. Вот похоже, что 2 бутончика распустятся, а вот этот нет. Вот этот бутончик она сбросит. На той орхидее, на большой, на крупной, самый-самый верхний, самый маленький бутончик, он тоже засыхает. Это нормально, это стрессовые состояния у орхидеи, поэтому может она сбросить бутоны, в этом нет ничего страшного. Орхидеи поливаю только по краю горшка и только когда у нее становятся вот такие серебристые корни, как у этого. Смотрите, с одной стороны корни серебристые, с другой стороны кажется, что есть зеленые корни. Но это не зеленые корни, это корни приросли к горшку. Поэтому они кажутся такие ярко-зелеными. Вот эта орхидея почти просохла. Почти. Почему говорю почти? Потому что я всегда даю 2-3 дня
еще постоять орхидеи вот в таком состоянии, для того, чтобы просох торфяной стакан. Поливаю орхидею по краю горшка. Вода должна быть теплой, 28-32 градуса, по краю горшка. Наливаю, естественно, по кругу. Наливаю столько воды, чтобы заполнился весь поддончик. Даю постоять 15-20 минут. После этого, если орхидея воду не впитала, грунт не впитал воду, остальную воду я выливаю. И так до следующего полива. Никаких после покупки антистрессовых препаратов, цирконов и эпинов не применяю. Надо поставить орхидею и дать ей адаптироваться в вашей квартире. Вот поставить ее на месяц в одно и то же место. Когда она адаптируется, привыкнет, ну это мы называем так, привыкнет к вашей квартире, и никаких вы на ней вредителей не найдете, тогда вы ее ставите в общую коллекцию. Но вот эти перемены по освещенности, это тоже для орхидеи стрессовое состояние, поэтому мы ее выдерживаем примерно месяц отдельно, потом ставим, но всегда нужно орхидею поставить не с ухудшением света, а с улучшением или в такое же равноценное. Тогда она у вас не сбросит бутончики и будет продолжать или цвести, или начнет расти, раскукливать корни. Иногда даже продолжает цветение и наращивает бутончики. Когда хорошее освещение, все орхидее нравится, она может делать все что угодно. Она и почки пробуждает на цветоносах, и листики растит, и корни растит одновременно. Вы должны сами понять, нравится ли орхидее то место, куда вы ее поставили. То есть ее новое место жительства. Вот так я ухаживаю за своими орхидеями после покупки. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.